Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня мы будем плести с вами вот такие интересные серьги в технике Frivolité en Quars. Хочу также отметить, что мастер-класс будет очень длинным и подробным. А если вдруг вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться на него, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Также у меня есть небольшая просьба: если вы плетете изделия по моим мастер-классам, то не забывайте оставить ссылку либо описание под вашими фотографиями. Мне будет очень интересно посмотреть, что же у вас получилось. Ну что же, а теперь приступим к плетению. В работе я буду использовать два оттенка ниток. Это Love Sun 70L. Плести я буду им в 2 сложения. Далее нам понадобится также бисер и 2 челнока. Хочу также отметить, если работу вы плетете в одном цвете, то вам понадобится всего лишь 1 челнок. Ну что же, давайте начнем плести первый мотив. Я хочу его сделать из светлых нитей, при этом у меня заранее надет бисер на челнок. Также в первое кольцо мы вплетем 5 бисеринок. Сразу их отсчитываем и подгоняем к нашему колечку. Мы их будем вплетать в процессе работы. Не забываем о наших хвостиках. Если вы плетете работу без бисера, то плетите колечко 11 пико 11. А если же вы используете бисер, то вместо первых 11 узлов до пико мы вплетаем 5 бисеринок через 1 узел. То есть мы, получается, сплели 1 узел, далее вплетаем 1 бисеринку, подгоняем ее. Плетем опять полностью 1 узел. Далее вплетаем следующую бисеринку. И так 5 штук. Покажу поближе. Вот посмотрите, у меня 1 узел, 1 бисеринка, 1 узел, 1 бисеринка. После вплетенных бисеринок 5 мы делаем небольшое пико соединительное, а далее плетем 11 полных узлов. Колечко можно затянуть. Вот посмотрите, что у нас получилось. Маленькое кольцо. Далее мы плетем большое колечко без использования бисера. Схема для большого колечка у нас будет 7 пико, 11 пико, 7. Плетем первых 7 узлов. Далее выполняем соединение за пико, которое у нас здесь есть соединительное. Далее плетем 11 полных узлов. Делаем снова пико и доплетаем последних 7 узлов. Колечко после этого затягиваем. Вот что у вас должно получиться. Далее мы сплетем точно такое же кольцо, как и первое, только в обратном порядке. Вначале мы начнем плести 11 узлов, а далее вплетем 5 бисеринок через 1 узел. Также не забываем, что в процессе работы мы должны дополнительно соединиться с нашим вторым кольцом. Плетем первых 11 узлов. Выполняем соединение за пико, которое у нас есть на втором колечке. А далее будем через 1 узел вплетать бисер. Теперь колечко можно затянуть. Вот посмотрите, что у нас получилось. Далее мы отрезаем хвостик и фиксируем его в нашу работу.
Следующий мотив мы сплетем тем же самым челноком, но при этом бисер у нас будет не по бокам, как в первом элементе, а только посередине, то есть в большом колечке. Поэтому начинаем плетение. Первое кольцо без использования бисера. Колечко у нас будет плестись по схеме 10 пико 10. Итак, сплели первых 10 узлов, далее делаем пико соединительное и еще 10 узелков. Ну что же, затягиваем первое колечко, и оно у нас теперь готово. Плетем следующее кольцо. При его плетении мы будем использовать 7 бисеринок, поэтому сразу подгоняем их. Плетем его по схеме. 7 пико, далее 7 бисеринок через один узел, пико 7. После первых 7 узлов мы выполняем соединение за колечко. Далее через один узел мы начинаем вплетать 7 бисеринок. Делаем пико и далее еще 7 узлов. После этого колечко можно затянуть. Далее мы доплетаем колечко 10 пико 10 и также фиксируем концы ниток. Не забываем, что при плетении колечка нам нужно также соединиться после первых 10 узлов. А далее доплетаем еще 10 узлов и затягиваем кольцо. Так как этот мотив мы будем вшивать в работу, оставляем длинный конец нити, но при этом не фиксируем его, а просто отрезаем. Этим кончиком мы будем расшивать нашу сережку. Далее мы будем плести самый нижний большой мотив. Схему для нижнего большого мотива я пропишу вот здесь. Первое колечко у нас плетется по схеме 12 пико 9 без использования бисера. Вот что у вас должно получиться. Следующее колечко. Для начала подгоняем 2 бисеринки, которые мы будем вплетать в процессе работы. И начинаем плетение. Плетем в начале 6 узлов. Далее выполняем соединение за пико. Вплетаем 2 бисеринки через один узел. Далее мы делаем пико и еще 12 узлов. Вот что у вас должно получиться. Следующее колечко у нас будет плестись по схеме 7 пико, далее 3 бисеринки вплетаем, пико 12. Подгоняем сразу 3 бисеринки, плетем в начале первых 7 узлов. Далее выполняем соединение за пико от второго колечка. После этого делаем один узел и вплетаем 3 бисеринки через один узел. Бисер я вплела, посмотрите. Далее выполняем пико и доплетаем 12 узлов.
формируем колечко и затягиваем его. Вот что у вас должно получиться. Следующее колечко у нас будет 8 пико, 4 бисеринки через 1 узел, пико 12. Плетем в начале первых 8 узлов. После первых 8 узлов выполняем соединение за пико. Далее делаем 1 узел и вплетаем через 1 узелочек 4 бисеринки. Делаем пико и плетем 12 узлов. После этого колечко можно затянуть. Итак, у нас готово 4 колечка. Следующее колечко будет центральным. Состоять центральное колечко будет из 9 узлов пико. Далее мы вплетаем 5 бисеринок через 1 узел, делаем пико и доплетаем еще 9 узелков. Начинаем плетение с первых 9 узлов. Далее мы выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Делаем 1 узел и вплетаем 5 бисеринок через 1 узелок. Делаем пико и плетем еще 9 узелков. После этого колечко затягиваем. И вот что у нас получается. Это 1/2 нашего мотива. Теперь мы должны сплести вторую часть. Схема у нас не меняется, единственное, мы плетем в зеркальном отражении. Схему вот здесь дополнительно я еще пропишу для оставшихся колечек. Доплетаем аккуратно по схеме, а далее вместе сплетем серединку этого мотива. Теперь мы должны сплести центральную часть вот здесь. Для этого мы поворачиваем работу наизнанку, чтобы нам было удобнее плести, и плетем центральное колечко, состоящее из 8 пико, 8 пико, 2 пико, 2. Плетем первых 8 узлов. Далее мы должны присоединиться за самое центральное большое колечко, за основание. Выполняем соединение и плетем еще 8 узлов. И далее мы должны выполнить соединение за боковое колечко, также за основание. Аккуратно соединяемся и доплетаем кольцо до конца. Это у нас 2 пико, 2 и затягиваем. Все, кольцо у нас готово. Как и наш мотив. Он у нас сплетен полностью. Теперь мы можем отложить его в сторону. Также не забываем, что здесь мы должны зафиксировать кончики ниток. Последний мотив я хочу сплести 2 челноками. Хотя, в принципе, можно работу выполнить и одним. Я это делаю лишь для того, чтобы у меня в мотиве было 2 оттенка. Я связываю кончики ниток и начинаю плетение. Большие кольца у меня в этом мотиве будут плестись темной нитью, а маленькие светлой. Первое колечко, оно у нас маленькое. Это колечко 10 пико 10, и сплести я его буду из светлой нити. Не забываем, что нам здесь нужно также зафиксировать кончики ниток.
После того, как вы сплели колечко, его нужно затянуть. Следующее кольцо я буду плести темной нитью, поэтому меняю челноки и плету вторым челноком колечко 7 пико, 7 пико, 7 пико, 7. После первых 7 узлов я выполню соединение за пико от предыдущего колечка. Далее плету следующие 7 узлов. После этого мы должны взять наш первый мотив, вот он у нас, с боковым вплетенным бисером, подкладываем его под работу и выполняем соединение за первое колечко, за основание. Далее плетем еще 7 узлов, делаем пико, доплетаем последних 7 узлов и колечко можно затянуть. Далее мы плетем снова светлое колечко 10 пико 10. Следующее колечко у нас опять из темной нити плетется, то есть получается мы плетем первых 7 узлов, выполняем соединение за основание и доплетаем по схеме. Далее мы плетем колечко 10 пико 10. Плетем его из светлых нитей. Не забываем, что нам также нужно соединить колечко за пико, вот здесь. Выполняем соединение и доплетаем колечко до конца, то есть еще 10 узлов. Ну что ж, вот так должна выглядеть ваша работа. Далее мы должны сплести в точности такую же вторую часть, но плести я ее буду именно из светлых нитей. Почему я это делаю? Так как у меня низ сережки темно-коричневый, я хочу скомбинировать цвета, и поэтому плести нижнюю часть я буду из светлых нитей. Ну что же, вот я и доплела свой мотив. Теперь нам осталось лишь замкнуть его, поэтому я оставляю достаточно длинный кончик нити, чтобы мне было удобней. Челноки мы можем отложить в сторону, и теперь приступим уже непосредственно к сборке. Вот здесь вот мы должны пройтись за основание нашего первого колечка. Все, мотив у нас замкнут. Мы должны подложить под нижнюю часть наш большой самый мотив с бисером. Подкладываем его. Кольцо маленькое 10 пико 10 должно совпасть с основанием нашего колечка большого из нижнего мотива. Для начала мы пройдемся до основания нашего колечка 10 пико 10 посередине. Далее я выхожу на изнанку и здесь пройдусь иглой до соединения колечек. Я выхожу на лицевую сторону через соединительное пико и прихватываю в этот же момент основание нижнего мотива, то есть основание колечка от нижнего мотива. И аккуратно пришиваю работу. И пряча нить, опять прохожусь через узелки. Делаю несколько стежков и возвращаюсь опять на лицевую сторону. Прохожусь сквозь кольцо.
И далее мы будем расшивать центр. Для центра, для расшивки я решила взять вот такие вот бусины. Надеваю бусинку и вшиваю ее в работу, то есть в основание колечка 10 пико 10. Работу подтягиваю. Далее я буду расшивать 2 боковых колечка, тоже 10 пико 10. Точно таким же способом прохожусь вначале в основание колечка, надеваю бусинку и пришиваю. Но при этом, когда мы пройдем в основание кольца, я дополнительно прихватываю колечко еще и за нижние кольца, чтобы у нас мотив никуда не девался, а держался крепко. При этом работу обязательно подтягивайте, потому что нить не должно быть заметно. Вот так вот у вас должна выглядеть сережка. В принципе, на данном этапе уже можно закончить, но у нас есть последний мотив. Его мы будем вшивать вот в эту серединку, вот сюда. Я сразу прошлась ниточкой, чтобы у меня она выходила по серединке. И теперь накладываю ее на нашу сережку. Вот таким образом. Теперь мы проходимся аккуратно в основание центрального колечка 10 пико 10. Вшиваем работу. Выходим вначале наизнанку. И также разошьем боковые колечки. Проходимся через основание, надеваем бусинку и проходимся через нее в одну и в другую сторону. Пройдемся через бисер, который у нас здесь есть. Делаем мы это для того, чтобы лучше зафиксировать нашу работу. В серединке мы должны прихватить также изнанку. Мы прихватываем здесь аккуратно основание верхнее. Просто проходимся, притягиваем работу и далее проходимся через бисер. Далее нам остается расшить второе колечко. Опять проходимся, надеваем бусинку. То есть получается, весь центр сережки мы обязательно должны расшить. Мотив у нас притянут. Нам теперь осталось пришить лишь серединку. Серединку вы можете сделать как и другого цвета, так и взять все те же бусины. Для центральной части я решила взять вот такие вот бусинки. Это 4 мм граненые. Надеваю одну бусинку и пришиваю ее в серединке. Вначале я надеваю 4 бисеринки, прохожусь в бусинку, далее еще 4 и снова прохожусь в бусинку. Так у нас бисер ляжет ровней. После того, как я второй раз прошлась через бисер, через бусину, нам нужно дополнительно пройтись сквозь бисер. И фиксируем концы ниток. Все, сережка у нас готова. Нам остается лишь надеть швензу и сплести вторую такую же пару к ней. Ну что же, вот такие серьги у нас получились. Посмотрите, насколько красиво и интересно они переливаются на свету. Это у меня лицевая сторона. А вот здесь вот изнанка. Ну что же, я надеюсь, что мастер-класс был интересным и полезным для вас. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить мне пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах, а также пишите комментарии и пожелания под этим видео. Я обязательно все прочитаю. До новых встреч! Пока-пока!